seems that women view sexuality more in a holistic way. Мне кажется, что женщины рассматривают сексуальность более холистическим образом, более целостно. That is the whole family, the whole home and everything that is all related to sexuality for women. Для женщин весь дом, вся семья, все, что с этим связано, все это связано с сексуальностью. And for men, it doesn't quite seem that way. Для мужчин это не выглядит все так. Men are more focused in one line of thinking. Мужчины более сфокусированы на определенном аспекте этого процесса. So, I guess I would say to some of the women, И я бы сказала, что для некоторых женщин, that in some ways men are almost by nature sex addicts. для некоторых женщин мужчины выглядят по своей природе уже сексуальными аддиктами, сексуально зависимыми. And that is that we men think about sex a lot. И это значит, что мы, мужчины, думаем о сексе довольно много. And sometimes I'll use my doctor title. Иногда я могу использовать мой титул доктора, звание доктора. And I'll tell my clients, Я могу сказать моим клиентам, do you realize, I'll say, that there's a nerve that runs directly from the eyeball to the penis? осознаете ли вы, что есть нерв, который проходит из глаза прямо в пенис? Of course, that's not true, Конечно, это неправда, but it just appears that way но sometimes. выглядит все так. But it's because men's response to visual stimuli is almost automatic, it seems. Потому что выглядит все так, как будто реакция мужчины на визуальный стимул практически автоматическая. And when a husband and a wife and her husband are walking down the street together, Мужчина и женщина вместе идут по улице, and another woman walks и by, другая женщина проходит, she's going to accuse her husband, why are you thinking about other people? и жена может обвинить своего мужа, почему же ты думаешь о других людях? When he's really not really doing that at all. Когда он абсолютно не думает это, не делает этого. And women need to understand that yes, your experience of sexuality is certainly valid. И женщинам нужно понимать, что их восприятие, их опыт сексуальности является очень важным. But it's going to be maybe a little different from the men in your Но он lives. отличается от сексуальности у мужчин в вашей жизни. They're not going to experience it quite the same way. Они переживают это по-разному. And of course, on the other hand, that doesn't mean that men also need to be responsible for their own arousal and their own sexuality. С другой стороны, мужчины должны быть ответственны за свое собственное возбуждение и их сексуальность. So it doesn't mean that we excuse men's behavior. И это не значит, что мы оправдываем поведение мужчин. Because we have to be responsible for Потому that что too. мужчины должны быть ответственны за свое поведение. Now, when we talk about pleasure and sexuality, sometimes people regard that to be sinful in people that are spiritual. Когда мы говорим об удовольствии и сексуальности, иногда это рассматривается людьми как что-то грешное в контексте духовности. For some of us, we feel or think that pleasure in sex is somehow not right. Некоторые люди думают, что получать удовольствие в сексе каким-то образом неправильно. Or maybe that it's even selfish. Или даже эгоистично. And let me say that really, this is not really, I don't think, a biblical understanding of sexuality. И я не думаю, что это отражает библейское понимание сексуальности. That people who know what the Bible says about sexuality don't believe that sex by itself is such a bad thing. Люди, которые знают, что говорится в Библии о сексуальности, не считают, что секс сам по себе является чем-то нехорошим. Because I think that the scriptures support a healthy view of sexuality. Потому что в Библии всячески поддерживается здоровый взгляд на вопросы, связанные с сексуальностью. So there's a spiritual side to our sexuality as well. Есть духовная сторона сексуальности, And as well as a psychological issue or concern. так же, как и психологическая сторона. I could say the psychology could relate to the behaviors and the feelings and the beliefs, right? В психологии мы можем говорить о поведении, о чувствах, о убеждениях. Right? But the spiritual relates to the meaning and the how do I say, the meaning and the connection with God that this all involves. Но духовный аспект связан со значением, со смыслом и с тем, как это все связано с Богом. So I think it's important for us to think about our spirituality
as well as the other things when we're regarding sexuality. Я думаю, что нам очень важно рассматривать нашу духовность, как и многие другие вещи, связанные с нашей сексуальностью. I talked about alcoholism a few minutes ago too, Я говорила об алкоголизме несколько минут назад. and how sometimes we have a hard time deciding whether it's a sin or it's a sickness. И как иногда нам бывает сложно решать, грех это или это болезнь. And of course, for believers, we need to recognize that for believers, it's probably both. It's both involves a sinful part of it, but it's also a sickness too. Но мы, как верующие, должны признавать, что это включает в себя оба этих аспекта, и грешную часть, и болезнь. That some people who become alcoholics maybe become alcoholics because they have a special weakness for alcohol that other people don't have. Возможно, люди, которые становятся алкоголиками, они имеют особого рода слабость по отношению к алкоголю, которой нету у других людей. But like I said before about our sexuality, it doesn't give us an excuse to indulge in it just because we have a weakness for it. Ну, как я говорил ранее о сексуальности, это не дает нам оправдания говорить, что да, давать индульгенцию на это, говорят, что да, просто вот у этого человека такая слабость. And this is one of the reasons I think why Alcoholics Anonymous, for example, it can be very effective in dealing with this. Это одна из причин, почему объединения анонимных алкоголиков могут быть очень эффективными в борьбе с этими проблемами. Because it deals with the behavior. Потому что они там работают с поведением. And the feelings. И чувствами. And the things that people think. И разбираются с тем, о чем люди думают. And what they believe about. Во что они верят. About themselves and the universe. Как они воспринимают себя и Вселенную. So it brings the whole thing together. И там все это в целостности рассматривается вместе. You could say it's a spiritual kind of atmosphere. Вы можете сказать, что это определенного рода духовная атмосфера, but they use very practical things, very practical measures. Которая используются очень практические инструменты. To help people manage the problem. С целью помощи людям справиться с проблемой. And usually they don't involve psychotherapy in Alcoholics Anonymous. Обычно в объединениях анонимных алкоголиков не включена психотерапия. Although sometimes for the person that's in recovery, psychotherapy is very helpful. Но при этом люди, которые находятся в процессе восстановления от алкоголизма и лечения, для них психотерапия бывает часто очень полезной. So we're talking about both alcoholism and you could say sexual addiction. И мы говорим все это и в контексте алкоголизма, а также и в контексте сексуальной зависимости. So what I mean in a similar way, that perhaps for sexual behavioral obsessive sexual behavior problems. Аналогичным образом, когда мы говорим об обсессивных проблемах сексуального поведения, we could maybe use a similar kind of approach. Мы можем использовать подобного рода подход. You know, a lot of men who are having problems, and maybe women too, but I'm more familiar with men. И для очень многих мужчин, у которых есть проблемы, возможно, у женщин тоже, но я больше знаком с мужчинами. You get a lot of relief when someone says now they're diagnosed with an illness. Они испытывают огромное облегчение, когда кто-то говорит им, что у них есть определенного рода болезнь. You see, I'm not a bad person. Вы видите, тут дело не в том, что я плохой человек. I'm really just sick. Я просто болен. You see, that can be a relief. Понимаете, я просто болен. Это такое, но они испытывают облегчение. It's not my fault. Это не моя вина. I don't have to wear that coat. Мне не нужно носить за собой эту вину. So they're saying it's good that it's not just that I'm a bad person. Это не просто, что я плохой человек. But I have this normal human weakness. Но у меня есть это обычная нормальная такая человеческая слабость. And sometimes we say, well, there's a lot of other people that are sex addicts like me, so I'm not so bad. Иногда мы говорим, что есть множество других людей, которые тоже являются сексуальными аддиктами, и это не так плохо. But there's a spiritual side to these sexual behaviors too. И есть духовный аспект этого сексуального поведения. You know, it's very helpful to me to know that Christ came to free us from our problems. И для меня очень полезным является знание о том, что Христос пришел сюда, в том числе для того, чтобы освободить нас от наших проблем. You know, He threw demons out of people. И вы знаете, что Он избавлял людей от демонов, Он вышвыривал из них демонов, изгонял демонов. And He broke the chains of slavery for people. И Он разрывал оковы рабства в жизнях людей. And sometimes
a person who feels like a sex addict is sort of like a person who's demon-possessed. Иногда человек, который является сексуально зависимым, чем-то похож на человека, одержимого бесами. It's like that demon has taken over the person's will and made them do things. Это похоже на то, что как будто бы этот демон берет верх над человеком и заставляет его делать определенные вещи. It's like he belongs to somebody else and he's their servant. Как будто бы этот человек принадлежит кому-то еще, и он является слугой другого, кого-то другого. And of course that picture applies to, as a spiritual reality, it applies to the alcoholic, or the drug addict, or the porn addict, or the sex addict. И эта картинка в духовной реальности относится к больным алкогольно зависимым, к людям, зависимым от наркотиков, к сексуально зависимым и к зависимым от порнографии. And so I think it's helpful for us to understand that Satan, well, we know that Satan lies, yes? Ну, для нас очень полезно знать, мы помним с вами, что сатана лжет. And I refer you here to, perhaps you've heard of the Screw Tape Letters by C.S. Lewis. И вы читали книги Льюиса «Письма Баламута». These are letters from a how should I say, a senior devil. Это письма высшего дьявола To a junior devil. Более юному дьяволу. He's doing supervision on the junior devil. Он проводит супервизию молодого дьявола. And he's coaching him. И он обучает его. In how to deal with this person. Он обучает его тому, как иметь дело вот с определенным человеком. Right. So I'm glad you know this book. Я рад, что некоторые из вас знают эту книгу. It is amusing. Это очень такая забавная книга. But that's one of the reasons why Lewis tells it so well, because we relate to it. Но это одна из причин, почему Льюис так хорошо это излагает, поскольку нам всем понятно, да, вот. And of course, in regard to our sexual problems and to other things. И относительно сексуальных проблем и других проблем. We recognize that Satan uses lies. Мы признаем, что сатана использует ложь. And by the way, it seems that Lewis, from some of his biographers and perhaps from the way he speaks himself, that he maybe understood the struggle that people have with sexuality. И от некоторых биографов, которые писали о Льюисе, нам становится понятным, что, скорее всего, он понимал часть проблем, которые испытывают люди в контексте сексуальности. But there are two lies that Satan tells us that he uses. Но есть два вида лжи, которые сатана говорит нам, которые он использует. Two lies. One of those lies is that he doesn't exist. Первая ложь — это что он не существует. Now, the New Testament writers were very aware that Satan is real. Те, кто писали Новый Завет, знали, что сатана реальный. And sometimes psychologists and even Christian psychologists act as if he does not exist. Но иногда психологи и даже христианские психологи ведут себя так, как будто сатаны не существует. We can explain everything in psychological terms. Мы можем объяснять все, что угодно, используя психологическую терминологию. We are scientists. Мы ученые. We don't have to use these mystical things in order to explain what's happening. Нам не нужно использовать все эти мистические вещи для того, чтобы объяснять то, что происходит. So we have to be very careful that we don't pretend we understand everything just because we can explain it in psychological terms. А нам нужно быть очень бережными, чтобы не выглядеть так, не притворяться, как будто бы мы понимаем все вообще в этом мире, только потому что мы можем описать это, используя психологическую терминологию. So if we in psychology are acting as if Satan doesn't exist. Если мы, психологи, ведем себя так, как будто сатана не существует, and he is able to work behind the scenes, если он может работать и действовать за кадром, in ways that we are not admitting or we're not paying attention to, таким образом, что мы это не замечаем и не обращаем на это внимание и не признаем этого,
And we're acting, as it says in 2 Timothy И мы 2:26. ведем себя так, как говорится во втором послании Тимофея, во 2 главе 26 стихе. By the way, this is one of my father's favorite verses. Кстати, одно из любимых мест Писания моего отца. In that Satan is trying to trick us and to take us captive to do his will. И что сатана пытается нас обдурить и взять нас в заложники, чтобы мы выполняли то, что угодно ему. So if we're acting as if he doesn't exist, И ведет себя так, как будто его не существует. then regardless of whether we say we're Christians or what, Независимо от того, мы говорим, что мы христиане или считаем себя кем-то другим, then we're really kind of acting like we're atheists. и тогда если мы ведем себя так, то это значит, что мы ведем себя так, как будто мы не верим в Бога. And we're acting as if things in the spiritual realm don't exist. И ведем себя, как будто бы духовного мира не существует. So now to the realm of sexuality again. Если возвращаться к теме сексуальности, We can't blame Satan for everything мы не можем все списывать только на сатану, because we have responsibility in this as потому well. что у нас тоже есть ответственность. And it helps us to realize that some of the struggle against sin, we really can't defeat him. He's too strong for И она us. помогает нам осознать, что иногда борьба с грехом является слишком сложной для нас. And that plays to that second lie. И это ведет нас к сути второй лжи. Mhm. What was the first one? Какая первая ложь? That Satan does Сатана exist. не существует. So the second one is, Вторая ложь, of course, it's the opposite of the first one противоположная первой, because he contradicts himself, потому что он противоречит сам себе. right? So instead of saying he doesn't exist, he says he's stronger than anything else. Вместо того, чтобы говорить, что его не существует, как он говорит в первой лжи, во второй он противоречит сам себе и говорит, он сильнее, чем кто-либо еще. Imagine going from the shock of not believing that Satan exists at all to the awareness that he is very powerful. И представьте себе, если кто-то переходит от убеждения в том, что сатаны вообще не существует, к осознанию того, что он очень могуществен. It's really being caught by surprise, isn't it? Для кого-то это может быть очень большим сюрпризом, очень кого-то может удивить. So we have to understand that we are in this spiritual struggle too. Нам нужно понимать, что мы с вами участвуем в духовной борьбе. And that, of course, in this spiritual struggle, we can't hope to defeat Satan by ourselves. И в этой духовной борьбе мы не должны надеяться на то, чтобы победить сатану самостоятельно. And there's another more literature that comes to mind, and you may be familiar with the book by Bunyan, The Pilgrim's Progress. И есть еще книги, которые приходят на ум. Вы можете вспоминать книгу «Путешествие пилигрима». And that victory in this battle, it really requires help for us. И победа в этой битве требует от нас помощи. Now, according to the Apostle Paul, we are both free and we are bound in a way. В соответствии с апостолом Павлом мы одновременно являемся свободными и одновременно скованы. In other words, we're going to serve someone. В любом случае мы будем кому-то служить. And the choice of whom we serve is sort of up to us. И выбор, кому служить, принадлежит нам. We're either going to serve Satan in the flesh, Будем ли мы служить сатане и плоти, or we're going to be slaves to righteousness. или мы будем рабами праведности. We as believers understand that those are our choices. Мы, как верующие, понимаем, что в этом состоит наш выбор. We don't expect to just be able to go off and do whatever we please. Мы не ожидаем, что мы можем идти и делать все, что нам приносит удовольствие.